Друзья, всем привет! И вот новый проект. Данный мотик я поменял на GR. Это Yamaha YZ85 на колесах 19-16 2005 года. В не очень хорошем состоянии. Здесь пластик был обклеен белой пленкой, непонятно зачем. Также элементы синего пластика обклеены синей пленкой, также непонятно зачем. Ну, естественно, стертая резина, мертвые звезды, колодки, диски, амортизатор вроде бы не течет, но он вообще не обслужен. Здесь у нас получается рама вся пошарпана, пластик весь зацарапан, передняя звезда стертая до нельзя. То есть за мотиком не следили. В радиаторе отсутствует охлаждающая жидкость практически. Какие-то капли остались. Так вроде пластик целый. Передние диски изношены. Колодок там практически вообще нет. Мотик использовали для катания по даче. Ну и, соответственно, так как я невысокого роста, данный мотик буду использовать как питбайк в покатушках. Я считаю, что это очень хорошая альтернатива китайским питбайкам. И на сегодняшний день такой мотик стоит в районе 120-130 тысяч. Также есть там за 80 в плачевном состоянии. Но это все равно лучше, чем китайский питбайк. Здесь запчасти не такие дорогие, так как это кроссовый мотик. Здесь все меняется быстро, доступно. И если его не выжигать, то сезон он отъездит без каких-либо проблем с поршнем. Естественно, что если его выкручивать да нельзя, но без опыта это будет невозможно, потому что в мотике практически 30 сил на 85 кубов, поэтому, учитывая его вес 70 килограмм, это пушка, и она дерет зад любому 150-кубовому питбайку китайскому. Соответственно, подвеска здесь тоже обалденная, и в данном мотике подвеска работает довольно-таки хорошо. Перья не текут, задний аморт живой. Это, конечно, радует. Итак, приступим сейчас к разборке, дефектовке. А также, ребята, напишите, что вы думаете по поводу данного приобретения. И как вы считаете, лучше это нового питбайка или все же новый питбайк китайский лучше, нежели старенькая, но живая Yamaha? Так что ждите ролики о том, как я буду делать из него
практически новый мотоцикл. И в конце я расскажу, во сколько мне обошлось все это дело, все запчасти, потому что на сегодняшний день я вот его только буду начинать разбирать. И по внешним признакам звезды, цепи, ну, стандартные расходники, колодки, диски, резина. Пока на этом все. Но, естественно, что сейчас будем делать дефектовку двигателя, потому что у этих двигателей не очень большой ресурс, и я до конца не понял, как его использовали. То есть катались на нем тихонечко по деревне, или все-таки его выжигали. И, конечно, от этого зависит, как бы, стоит ли менять поршневую группу, дабы не запороть весь двигатель. Также мы будем смотреть, что у нас со сцеплением происходит. Диски сцепления будем смотреть. Но глубоко лезть не будем, чтобы это вышло не так дорого. Так что приступим. Ждите роликов по этой Ямахе.